Всем здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как связать вот такую красивую сумочку. Она будет на ремешках, или можно туда придумать самим другие ремешки, просто пришить. Итак, берем ниточку и делаем кольцо амигуруми. Пряжу брать такую, которая не растягивается, желательно. У меня это макраме. Теперь делаем одну воздушную петлю подъема. И в само колечко нам нужно провязать 3 столбика без накида. 2 и 3. Теперь затягиваем колечко. Делаем одну воздушную петлю подъема и разворачиваем наше вязание. Теперь вязать мы будем только за заднюю стеночку. И сразу в первую петельку провязываем 2 столбика без накида. Следующую петельку за заднюю стеночку мы туда провязываем 3 столбика без накида. Это у нас будет центральная петля. И в следующую петлю нам нужно также провязать 2 столбика без накида. Теперь 1 воздушная петля подъема, разворачиваем вязание. И дальше нам также нужно в первую петлю провязываем прибавку, первую и последнюю. 2 столбика без накида. Теперь смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В одну петельку 1 столбик, теперь 2 столбик. Центральная петля у нас всегда идет по 3 столбика без накида. Вот они 3. И в эту центральную петлю нам нужно провязать 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Теперь провязываем в обратном направлении 1 петля, 2 петля, и в последнюю петлю, она у нас бывает прячется, последнюю петельку провязываем прибавку 2 столбика без накида. 1 воздушная петля подъема и разворачиваем вязание. Отмечаем нашу центральную петлю. В начале и в конце у нас идут прибавки. А остальное все вяжем по 1 петельке до центральной петли. И 1, 2, 3, 4. И теперь следующая петля у нас центральная. И в нее мы провязываем 3 столбика без накида. И все в таком же порядке обратно. 1, 2, 3 и 4. А в последнюю петлю нам нужно провязать прибавку 2 столбика без накида. Делаем 1 воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание. Вот такой уже небольшой треугольничек у нас получается. В первую петельку провязываем прибавку и поднимаемся до центральной петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Центральная петля, в нее мы провязываем 3 столбика без накида. И в обратном порядке 6 столбиков без накида. И в последнюю петлю нам нужно будет провязать 2 столбика в 1 петельку. Это будет прибавка. В воздушную петлю подъема разворачиваем вязание. То же самое. Первую петельку 2 столбика без накида. И дальше поднимаемся наверх. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь центральная петля, в нее мы провязываем 3 столбика без накида и вязание вниз. 8 столбиков без накида и в последнюю петлю провязываем 2 столбика без накида. Будет прибавка. Одна воздушная петля подъема и разворачиваем наше вязание. В первую петельку провязываем 2 столбика без накида и поднимаемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И теперь центральная петля, 3 столбика без накида и в обратную сторону 10 столбиков без накида и последняя петелька у нас прибавка 2 столбика без накида в одну петлю. Вот такой вот треугольничек у нас получился. Одну воздушную петлю подъема. Дальше мы будем делать наоборот убавки. Первую петельку провязываем, не довязывая, вторую подхватываем и провязываем 3 вместе. Теперь до центральной поднимаемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. В центральную петлю мы также провязываем 3 столбика без накида. В обратную сторону делаем все то же самое. 11 столбиков без накида и последние 2 петли провязываем как убавление. И таким образом теперь у нас вязание сохраняется. Первые 2 и последние 2 мы будем с вами убавлять, провязывая 11 столбиков. Центральная у нас будет идти 3 столбика. И таким образом наше вязание будет просто удлиняться. Делаем убавку здесь в конце и провязываем 3 вместе. Одну воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и делаем убавку. Поднимаемся также 11 столбиков без накида, потом идет центральная петля, спускаемся вниз 11 столбиков и последние 2 убавления.
Продолжайте вязание самостоятельно. Здесь уже каждый ряд ничего не изменяется. В начале убавления 11 столбиков, 3 столбика в одну петлю и обратном направлении 11 петелек и последние 2 убавки. Довязали размер, который вам нужно, до сумочки. Вот это будет выглядеть примерно вот так вот. Вы подстраиваетесь под свой телефон. Это может быть чуть больше или чуть меньше. И будем с вами сейчас делать обвязку. Закончили мы последним убавлением. И теперь вот смотрим вот эти вот петельки. Они есть в каждом ряду. Сразу с первой петли я начинаю. Делаем один столбик без накида. Вот у нас идет еще петелька, еще ряд, столбик без накида. Следующий ряд, петелька, столбик без накида. Одна получается как сверху петелька торчит, а другая получается вот так вот она как дырочка снизу. И таким образом мы обвязываем с вами сейчас до уголка. Обязательно себе просчитывайте с этой стороны, сколько петель вы провязали, потому что с другой стороны нам нужно будет также провязать столько же петель. Дошли до последней петельки, до угла нашего, да, и провязываем туда 3 столбика без накида в одну петлю. Так, и разворачиваем, делаем теперь следующую сторону. Здесь также просто находим петли и провязываем столбики без накида. Также просчитываем до середины. И чтобы после середины до следующего угла, чтобы у нас петли совпадали. Дойдем с вами до уголка, и в углу нам также нужно провязать 3 столбика без накида в одну петельку. И теперь, когда мы развернемся, продолжаем вязать столбики без накида, находим наши ряды. Одна у нас получается как такая дырочка, а вторая петелька у нас получается сверху. Будьте аккуратны, если что, можете перевернуть вязание и посмотреть, где у нас эти рядочки, где у нас эти петельки. Теперь такое же количество, как с другой стороны провязывали, теперь с этой стороны нужно провязать такое же количество петель, чтобы было все равномерно и одинаково. Вот, посмотрите, какая красота сразу получается. Сразу наше вязание становится более таким, да, сразу законченным и красивым. Теперь у нас есть 2 стороны. Сейчас я вам сначала отмерю. От нуля у меня там идет. Какой размер у меня? Получается 45-46 приблизительно длина. И ширина у меня 10-11 сантиметров, да, между. Теперь смотрите, у нас есть, будет сложено вот так. Вот, у нас есть это изнаночная и это лицевая сторона. Лицевая такая красивые петли, а на изнаночной у нас вот такие вот
получаются, да, петельки закрытые. Мы лицевую сторону складываем, на лицевой стороне складываем, потому что потом мы будем это переворачивать, его разворачивать будем, да, выворачивать даже, так сказала бы. Отмечаем, сложили свой телефон, отметили свои размеры телефона, и теперь нужно просто эти две половинки нам сшить. Я рекомендую вам просто сшить, а не нитками провязывать, там, не крючком, потому что при разворачивании все равно это будет смотреться более толсто. Она, конечно, будет внутри, но зачем вам внутри еще лишние какие-то, что-то еще там лишнее было, будет более толсто, и телефон уже будет менее свободный. Поэтому рекомендую прошить просто иголочкой. Ну и теперь нашу сумочку нам нужно просто вывернуть на другую сторону. Она, в принципе, легко выворачивается. Можно даже сразу засунуть туда телефончиком протолкнуть. Ну и рука хорошо влазит туда. Можно прогладить сейчас на данном этапе, чтобы все было ровненько и аккуратненько. Отмеряем, где у нас должен быть замочек, и будем с вами вязать шнурочек. Вот, я пришила сюда уже такую вот клепочку. И теперь вы можете сюда пришить просто ремешки какие-нибудь кожаные. У меня такого нету, и я пока сделаю просто ремешок из пряжи. Делаю петлю, просовываю. Ниточку желательно оставить побольше, чтобы потом также можно было прошить. Делаю воздушную петлю подъема. Теперь вытаскиваю ниточку, одну петельку, и вторую петлю вытаскиваю, и провязываем их все три вместе. Вот таким образом. У нас одна петля есть. Со второй петли я ее провязываю. И третью петельку я ее тоже буду провязывать. И теперь также три вместе. Одна петля у нас уже есть. Вторую провязываем. И третью провязываем. Не две вместе, да, а по одной. Сначала по одной провязываем, и потом в конце уже три вместе. Таким образом мы этот шнурочек будем провязывать до нужной нам длины. Пришиваем потом с другой стороны, и все, можно носить, сумочка готова. Ну, скажите, очень красиво получается. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если что-то непонятно, спрашивайте в комментариях. Постараюсь ответить. Подписывайтесь. Всем пока-пока.